какой вообще план? Тут вокруг дома отмостка. Тут тоже отмостка и площадка там чуть-чуть пошире. Ну вот так, а тут пошире. Здесь метр. Тын-тын-тын-тын. Тут площадка большая, там клумба, там дорожка к калитке и там на выезд. Пока нитку так натяну, просто намотаю, а потом буду радиус уже вытыркивать. Вот, когда руки заняты, можно типа оп, оп. Вот у нас такая схема. Вот я этот радиус разбиваю. Вот я вот эту точку выставил и эту точку выставил. Сейчас буду рисовать радиус. Так, тут у нас уже частично основание готово. Ну как, типа погрузчик приезжал, снял плодородку и рассыпал S12. Мне сейчас надо, короче, начинать с бордюров. Ну, тут кое-где надо еще подкопать. Начинаю, как всегда, с дорожных бордюров, потому что они самые тяжелые, и когда уже я устанавливаю, дальше дышать легче. И морально проще. Ну и, короче, от них уже отталкиваюсь дальше. От тяжелого к легкому. Основание лучше сделать прям супер-пупер максимально ровное, потому что борты тяжелые. Не хочется их по 2 раза туда-сюда тянуть. Давно у меня такого не было, но бывает иногда. Вот, например, тут полоска. Ну, отсюда они ровные. Ну, и тут почти ровные, но это я уже ничего не равнял. И, ну, тут на сантиметр отличается эта полоска. То есть вот так. Херак, херак. Ой, ой, ой. Хотя сами по себе прикольные борты ровные, но тут что-то напортачили. Ступенечка, там другая ступенечка. Приступаем к установке радиуса. Выравниваем по той стороне тыльной, потому что этот, ну, чтобы выровнять сразу два, то пилить надо два и пилить. А я вот хочу только один пилить, поэтому этот зубчик будет вечно выпирать, я его буду просто подчесывать. Так будет быстрее, чем два запиливать. Просто выравниваю по этой стороне. Нитка у нас тут больше для уровня высоты, для радиуса тут все больше на глаз лезет.
когда я пилил первый, я забыл, что он еще у нас идет и на склон. Получается, нам надо пиливать не только так, но еще и чуть-чуть так. Поэтому со второго я уже быстрее начну так и так далее. То она вроде бы сверху, ты все равно по ниточке, да, а вот чуть-чуть снизу на косяк идет, и она уже не влазит. И уже надо, типа, клином идет, и надо плитку подчесывать. То есть вроде бы отмерил все без зарезки, а потом из-за этого наклона получается подрезка. Вот обойму лучше сразу засыпать, чтобы солнце, вода сильно быстро не испарялась и качество бетона не терялось. Она у нас такая красивая, жалко засыпать, но засыпем. Это итоги первого дня работы. Получается, сейчас надо продолжать. Сразу сделать всю подготовку под бордюр я не могу, потому что мне не хватает ни ниток, ни арматуры. Да и тут вообще будет столько растяжек всяких, что не пройти. Делаю так постепенно, кусочками. По плану по 30 бордюров в день ставить, но вчера вот я не смог 30 поставить. Блин, сегодня хотя бы 30-ку сделать. Копать уже после погрузчика — это отдельный вид искусства. Там дерн такой рулонный. Вот эти борты качественные, кстати. Их там даже не надо шлифовать каждый. В предыдущем объекте я каждый борт шлифовал из-за этих вот геометрий. А здесь просто краешки пооткалывал и все. А дорожные вот, геометрия хорошая, но типа вот фаска чуть-чуть неприятно было. Но так материалы качественные, хорошие. Я эту фирму, кстати, ни разу не знаю даже. Хесбрукс. Только похвалил, тут уже херак зазор. Сейчас покажу. Допустим, вот такой зазорчик ставил малюсенький, отбил кусочек, и все сошлось. И здесь тоже отбил кусочек, но зазорчик вот такой. Хотя тут уже все равно по линии, то есть уже не приподнять, не опустить. Одна плоскость, а вот тут вот такой зазор получился. Надо шлифануть, потому что если даже я до середины отколю, то все равно будет большой зазор. Но на самом деле у многих бортов еще похуже. Тут как-то так первый раз за это все время. Ну и уже типа так вот плотненько. Пришлось вот до сюда вот чесать. Мелочи, но неприятно. Все равно приходится время терять, темп сбивать. И, кстати, на этом этапе я еще нитку не снимаю, потому что вот когда трамбую бетон, то он бордюр может сместиться. Так уже оттрамбую, посмотрю и уже потом снимаю. Сейчас ответственный момент, надо, получается, радиус, вторую полосу. Первую-то там можно выставить там плюс-минус на глаз, на вторую надо уже размечать. У нас 3,37 надо мне отмерить и ставить так, чтобы было без подрезки. Я сначала думал, может, все-таки плитку положить, а потом приставить бордюр. Может быть, я еще таки сделаю, пока я сделаю разметку, потому что мне нужна эта высота. Потом, может, все-таки плитку положу и уже бордюр поставлю. А то
И по прямой-то особо на таком расстоянии тяжело угадать, чтобы было без подрезки, а по радиусу там типа плиточка одна завернется не так и уже будет упираться в борт. Ну, с другой стороны, в принципе, ее можно подрезать. Ну, тут условия такие жесткие, надо типа без подрезки. Такой рейкой от нивелира очень удобно работать, она жесткая. Поставил, правило и уже не надо, ну, рулетка гнется, там погрешности большие, тут жестко идет. Ну и все, натыкал этих колышков. Вот сейчас я так нитку протяну и буду. В принципе, я решил, что все-таки буду выставлять бордюры. Лучше, если какая-то плитка не подлезет, то я ее подпилю. Так, сейчас попереношу нивелиром отметки, получается, отметки друг напротив друга. Буду ставить сначала на борт, потом сюда на 3 сантиметра ниже. Тут у нас 3 метра. Дам 3 сантиметра потом сюда, и от каждой точки буду напротив давать на 3 сантиметра ниже. Джоггером это. Что у нас это по итогу дня? Сделал засыпку вот этой части. Вот тут клумба будет и вот до сюда. Там радиус этот не досыпал. Так, чуть маяки повыставлял. Основание трошки укаталось так дождями и трамбовкой. Это моя стандартная процедура. Потаптывание ногами. Чтобы потом, когда я плитку клал, она равномерно как-то так просаживалась. А то если не протрамбует, то я наступлю на одну плитку, которую я же положил, она глубоко уйдет, следующая не уйдет, и потом даже трамбовка не выровнять. ТПС его надо делать из сейного песка, но иногда приходится импровизировать, ну, для экономии, ну, короче, не делаю так, как робот, допустим, вот мне надо 100% столько-то кубов сеянного песка, столько-то там S12 смеси, потому что я понимаю, ну, я бы для себя тоже так не делал, когда тебе надо, допустим, маленький объем сделать, 20 квадратов, ты заказываешь 10 тонн смеси S12, она пойдет и на бетон для бортов, и на основание, и еще останется, типа, и не стоит мне покупать еще, там, если в мешках покупать сеянный песок для ЦПС, то это будет как, ну, как самосвал целый заказать в мешках, а если отдельно самосвал заказывать, тоже, типа, платишь деньги, так приходится импровизировать, там, купить пару мешков сеянного песка, для того, чтобы просто сверху протянуть, чтобы не было таких больших бороздочек. И делаешь из S12 ЦПС. Но когда делаешь из сеянного, весь слой, прям весь этот 3-4 сантиметра, то намного удобнее работать. И потом плитка лучше ложится, потому что если на S12, то он твердый получается из-за камушков. И потом плитка тоже как-то так
Ну, она просто, как, не знаю, как на твердое, как на бетон кладешь, типа, уже подрегулировать ее сложно, что ли. А она вот, когда весь слой из сеянного, то как-то так ровнее получается. Так, ну все, приступил к укладке плитки. Вот тут в первую очередь надо дорожку выложить, чтобы она была типа как ориентиром, и от нее уже пойдет плитка в разные стороны. Заметили, да? Измерял, вымерял, перемерял, и все равно полсантиметра не влазит. Ну даже не пол, ну, чуть-чуть. Где-то влазит, где-то не влазит. И это тут на метре. Это ужас. Просто я не знаю, я не умею. Я уже измерял эти поддоны, типа, ну там в поддоне лежит типа на 96 сантиметров. И типа вроде бы, ну, плитка 12 шириной. И вроде бы когда просто умножаешь тупо, типа 12 на там 6 рядов. И еще получается, допустим, так, смотри, допустим, у нас тут 5 рядов умножаешь на 12, получается, сколько там, 60, 50, 58, допустим. А на поддон меряешь, будет 58,5, полсантиметра, короче, идет запас. Я тут тоже дал полсантиметра запас на метре. Надо было все-таки сантиметр давать. А еще у нас, типа, это вот большая площадка, тут 20, сколько там рядов, тут 28, и там еще, тут, короче, около 40 рядов. Я боюсь, что там, ну, а я тут тоже дал сантиметр где-то запасов. Вроде бы думал, плитка такая прикольная, но там сантиметр 4 надо было давать запас. Короче, я фиг знает. Тут либо надо всю ее где-нибудь плоскость искать, разлаживать, но никогда же не разложишь на 4 метра, и она типа будет, надо на идеальной поверхности. Ну, вот такая вот у нас кукуруза. Такие вот у нас персидские ковры. Тут пришлось шлифануть, конечно же, блин, не влез. Чуть-чуть, где-то влезло, где-то не влезло. Тут уже еще чуть больше. Тут клином идет, потому что дорожка не перпендикулярна дому. А тут уже типа идет площадка перпендикулярно. На рисунке, конечно, там эта дорожка так выделяется, а по факту теряется все это. Обязательно это потушки. Тут хорошо, типа длинно и узко, поэтому подготовка будет быстрая. Но зато долгая будет укладка, потому что надо будет как-то так выруливать, чтобы плавненько, красивенько. Вдоль бордюра, когда прямые, то вдоль бордюра кладешь, и линии сами по себе ровные. А тут надо уже типа подстраиваться так плавненько, плавненько, и каждый ряд. А потом, когда все положу, еще раз надо будет поровнять. Ну, пока что так, 3 ряда грубо закинул. Сейчас буду выравнивать их, так делать более красиво. Потому что, ну, одним рядом тяжело выровнять. 3 хотя бы как-то так более прочно держится. А то один ряд толкнешь, он туда-сюда гуляет. А по 3 ряда как-то, ну, они тяжелее получается. И так, тут вроде как все красиво, но вот придется мне поработать еще с подрезкой. Тут вообще типа ряд далеко не влезет, жестко. Хотя я давал, получается, 2 сантиметра запаса на, ну, тут 3,3 метра. А у меня еще не влазит, ну, 9 сантиметров. Получается, плюс я отдал запаса 2.
11. Так, если бы я не давал запаса, то было бы 7 сантиметров тогда. 7 сантиметров, у нас плитка 12. Раз, два, три, четыре, 5. 5 сантиметров не влазит. Ну, в среднем, где-то больше, где-то меньше. То есть запаса надо было мне давать 7 сантиметров, даже 8. Ого. А я 2 сантиметра дал запаса и думал, красавчик. Надо 8. Из-за того, что все-таки эти вот изгибы, они чуть-чуть так сильно больше дают пространства между плитками. И вот на 28 рядов 8 сантиметров надо запас было давать. Вот такая вот школа. Пообедал, может, чуть позаметаю швы. Так, такой работой задницу не пыльный. Расходиться немножко. Плитка старый город, тут больше расход песка. Если на кирпичи хватает такого мешка на 10 квадратов, то здесь может на 7, на 8 большой расход из-за того, что полукруглые дырки большие. Туда уходит, как дети в школу. Ну, что-то на 8 квадратов хватило. 8 квадратов, короче, на старый город. Такой расход, вот уже информация хорошая. Итак, все, готово. Получается вот такой вот объектик. Для меня необычный, потому что ну, радиус и все по рисунку, в общем-то. Первый раз, получается, заказчик захотел, чтобы все было, ну, типа плитка была какой-то схемой. Обычно все старый город ложат, типа, хаотично. И я думал, что хаотично это просто, типа, под рисунок будет сложнее, потому что надо постоянно подстраиваться. Оказалось, если есть схема, то намного быстрее класть плитку в старый город по схеме. Ты типа запрограммировал себя там большой, средний, маленький, и это намного быстрее, чем ты когда хаотично. Вроде бы хаос, свобода, но чтобы сделать какой-то более-менее хаотичный рисунок, ну, чтобы там швы не совпадали, то и все равно мозг кипит, и типа ты что-то там 2 маленьких, 1 большую, ай блин, я уже много маленьких наложил, давай опять большую, и медленнее получается на самом деле. То есть со схемой, если есть схема, то это проще, выяснилось. Я, кстати, думал наоборот, ну, вот такой опыт. Радиус, да, радиус, конечно, хотелось бы, чтобы все ряды были без подрезки, но сложно рассчитать. Получается, если я вот, где прямые, я просто умножил количество рядов и добавил 1 сантиметр, и в принципе все сошлось. На радиусе я добавил 1 сантиметр, еще 5 сантиметров не хватило. Получается, там надо, ну, либо потом борты ставить, но потом борты ставить это тоже. Типа я вот попробовал в клумбе поставить, но сначала вывел ряды, а потом борты пристыковал, то пристыковывать борты очень сложно. Там маленькие маневры невозможно, лучше сразу ставить. Короче, подрезка намного быстрее получается, чем если ты будешь борты потом представлять, потому что борты потом ставить очень сложно. Поэтому, ну, не знаю, я даже не знаю, если бы вот вернуть время обратно, как бы я по-другому сделал бы. Наверное, у меня все равно не получилось бы так, чтобы все ряды влезли. И борты я бы, естественно, не захотел бы представлять. То в следующий раз, когда я буду делать радиус, я буду знать, что надо будет подрезку делать, и тогда будет легче жить. Потому что
Намного, реально, я вот эту подрезку сделал, может, за часа два, а борты бы я бы за 2 часа не поставил бы на радиус, чтобы, типа, еще и состыковать, а потом еще и плитку. А плитка, получается, основная уже масса. То есть, допустим, у нас 25 рядов, 24 ряда ты положил, один вынял, чтобы потом доставить, и потом этот один ряд будет как-то выделяться. В общем, такие выводы. Да. Так вот, плитка, кстати, хорошая. Это частник делает, Заславская. Потому что эту фирму, короче, я один раз хотел покупать, но я зашел с ним на производство, они там меня немножко обосрали. На обед попал, там этот чувак, ну что не на обед, типа, ну ладно, добрый, до свидания, типа. И больше я у них никогда не покупал. Но все-таки качество у них хорошее, но типа продавцы плохие. Борты одинаковые, в принципе, как у всех. Дорожные тоже там такие не выделяются. Но плитка хорошая, там реально, типа, по плитке вопросов нет. Так, что еще здесь? Ну, сейчас просто пройду, покажу, как все выглядит. Да, потратил на объект. Тут, короче, 140 квадратов. Потратил я где-то 13 рабочих дней. Ну, учитывая, что я некоторые дни был там не так, чтобы до 5 или 6, там до 8 бывало был. Ну, можно 14 сказать, 14 рабочих дней. 2 дня под дождем работал, несколько дней отдыхал под дождем, но я их не учитываю там. Бордюров тут 100, тротуары 4 дорожных. Саму плитку положил за 4 дня. 2 дня подрезки было. Подрезка, кстати, идет легко. Старый город подрезать намного проще, чем эти всякие ровные. Потому что старый город, он не сильно там типа привязан к этим линиям, и можно там чуть погрешности, там чуть-чуть подбить. А вот когда уже прямые эти всякие кирпичики или другие формы, которые именно прямые и любят линии, то там сложнее. А здесь быстрее. Ну, сейчас пройдем. Короче, покажу, что все-таки в итоге получилось. Ну, вот такое вот у нас чудо. Вот тут это вот последний ряд с подрезкой получился. Вот там, где напрямую выходим, тут вот без подрезки вошло. Фига. А там, где же радиусом, уже на подрезке. Хотя я дал сантиметр запаса, но ее, конечно же, не хватило. Вот клумбу доставлял потом. Проблема потом, короче, ну, когда уже плитка лежит, проблема подогнать уголки именно. Типа тут нет маневров. Если без плитки, то я могу там сыграть туда-сюда, а уже с плиткой типа надо отмерять там, типа чуть ли не идеально. И сложно подрезаться. И углы подрезать, типа уже с плиткой плохо. Вот дорожка у нас такая раскладка. Все по схеме, там типа их 3 элемента, и они все 3 чередуются постоянно. Вот у нас тут дорожка такая. Здесь у нас уклончик сюда, чтобы вода сюда стекала. Здесь уже ровно, и в клумбу, короче, пойдет вода. Потому что если сделать так вот сюда, то у нас получается слишком низко тут было бы. То есть еще, короче, уже ниже некуда. Тут и так вот, типа уже ниже земли, а еще там на сантиметров 10, наверное, надо было, если уклоном от дома. Ну, тут лоточек сюда. Тут как отмостка тоже по схеме все. Тут лоточек вот такой. Так, тут фасочка снята, чтобы не было остреньких моментов. Вот тут у нас бордюрчик, эталон. Ну, я так всегда делаю, в принципе, но тут просто видно, я так не засыпал. Вот какая обойма должна быть, как уголки подрезаны. К такому надо стремиться. Здесь у нас без подрезки вышло, здесь чуть пошире вышло, засыпал ЦПСом, здесь лоточек. На подрезке, кстати, вот тут спрятал подрезку здесь. С этой стороны даже ее не видно из-за того, что я вот, а вот с этой видно. Ну, из-за того, что зубчики эти такие острые, я их отшлифовал, но типа так, как заводскую, конечно, не шлифанешь, и все равно выделяется. Тут тоже все уголки подрезаны, здесь тоже схема.
Убирать. Здесь тоже практически без подрезки, так пару моментов, там где фундамент чуть криво идет. Вот тут лоток такой. Здесь лоток ниже плитки чуть, потому что уклон в клумбу все-таки, а нам надо еще отсюда вывести было. Так тоже шлифанул. В принципе, даже и свой прикол есть в этом. Ну и радиус. Такая вот красота. Тут тоже подрезку я делал в этом месте. Типа спрятал ее, чтобы с той стороны не пробивалась. И вот тут ее даже не видно. Из-за того, что вот эти вот зубчики. А вот с этой стороны уже видно. Ну, из-за того, что я не могу шлифануть как заводское. И типа они уже эти остренькие штучки так видно. Ну, а я сюда ее спрятал, чтобы вот если вот эта линия, чтобы ее не здесь делать, чтобы вот тут все смотрелось как одна композиция. Типа не терялся рисунок. А так там бы была подрезка, тут типа рисунок. А вот так вот она в одном стиле смотрится. Сюда я чуть переместил. И артист получается.